Так, всем привет. Напишите, пожалуйста, слышно ли меня и видно. Должно быть все слышно. Напишите, пожалуйста, хорошо ли меня слышно. Потому что я с наушником, и надо, чтобы хорошо слышно было. Да, привет всем, кто присоединился. Для тех, кто... Отлично, спасибо. Спасибо. Для тех, кто меня не знает и будет смотреть записи, я представлюсь. Меня зовут Дарья, я никакой не консультант по сну, никакие курсы не продаю и никакие консультации не оказываю. Просто мы собрались поотвечать на вопросы, так как у меня 4 детей, и все они обучались и самостоятельному засыпанию, и просто я учила их спать, как это ни парадоксально. Сейчас младшему у меня ребенку 9 месяцев, он самостоятельно спит в своей кровати всю ночь с 9 вечера до 8 утра. Конечно, это вызывает массу вопросов, поэтому, чтобы не писать огромные трактаты в чат, я решила поотвечать лично на все вопросы. Поэтому на что смогу, на то отвечу. Никаких, так скажем, ни на что я не претендую, ни на какую истину. Просто расскажу и поделюсь опытом своим, как я делаю и что у меня из этого получается. Некоторые вопросы я уже себе выписала, которые вы задавали в чате. Да, всем привет. Привет, привет. Вижу всех. Поэтому я начну потихонечку, если будут какие-то... Да, я помню про ритуал, да, это мой один из самых первых вопросов стоит, я поотвечаю. Сразу скажу, что эфир будет коротким, в районе 30 минут. Лучше, если в следующий раз еще раз встретимся. Дам сегодня максимум информации. Сколько вот вопросов мне накидали, настолько я отвечу, чтобы не затягивать и было максимально полезно. Будет вопросы еще, значит, еще раз включимся, еще раз поговорим, не вопрос. Да, Кать. Давайте про ритуал. Значит, какой у меня ритуал? У меня как такового вот ритуала нет. Раньше, когда я обучала второго ребенка, у меня, да, был стандартный ритуал. Мы там прощались со всеми, говорили всем игрушкам, всем, ну, как бы родным, да, с кем живем вместе в одной квартире, спокойной ночи, ходили задергивать шторы, что-то там еще светильничек, в общем, всякую ерунду делали. Конечно, при обучении он нужен, и такой ритуал должен быть. Сейчас у меня нет как такового прям ритуала. У меня есть просто такая широкая последовательность действий, которые выполняю каждый вечер. Например, мы собираемся, там, все дети, да, у меня ужинают в одно и то же время, примерно. Они собираются все за столом, и я всех одновременно кормлю. То есть у меня и старший, и младший поели, потом младший идет в ванную, он там купается, кстати, принимает ванны с магниевой солью, очень рекомендую, хорошо позволяет расслабить нервную систему. После этого мы вытираемся, надеваем на него чистый подгузник, и его на руках носит старший брат, пока я мою старших детей, ну, средних в данном случае. То есть там минуту 30, наверное, он ходит по квартире с ним просто, чтобы он не ползал по полу, чтобы он вот не замерз, чистенький был и ходил на руках. Вот это для него ритуал. А потом уже я его кормлю грудью, и все, идем укладываться. То есть для него это ритуал. Это те якоря, за которые он цепляется, и его мозг понимает, что он сейчас идет спать. Вам такой ритуал не подойдет. Потому что, когда вы разрываете ассоциации, уже готовые, ну, создавшиеся, да, например, грудь-сон, эту разрываете ассоциацию, то вам, естественно, нужны более плотные, более небольшой ритуал. 2 минуты, 3 минуты, но это такие четкие, ясные, понятные действия. То есть сказали всем до свидания, задернули шторы, помахали там, ну, солнышку, не солнышку, там улицы помахали, всем сказали спокойной ночи, что-то там еще сделали, какую-то там сплюшку, например, свою обняли, ну, я имею в виду игрушку-сплюшку, и все, и легли в кровать.
кормить в этом случае, вот я уже перехожу ко второму вопросу, можно ли кормить перед укладыванием? Да, если у вас это не ассоциация. Если вы как раз работаете над разрывом ассоциации грудь-сон, тогда нужно кормить в отдельной комнате, после того, как покормили, надевать на себя такой свитер с горловиной, ну или не свитер, какую-то одежду плотную. Во-первых, для того, чтобы не пахло молоком, оно, поверьте мне, пахнет очень сильно, а во-вторых, для того, чтобы не было у самих соблазна покормить. Когда вы будете обучать засыпанию, то в любом случае ребенок будет хныкать. К этому нужно быть готовым. И вот это вот, я сейчас дам грудь, и он перестанет хныкать и ляжет спать, вот этот соблазн, он очень велик. Для того, чтобы его не использовать, нужно одеваться так, чтобы было очень трудно раздеться. Как бы это ни парадоксально ни звучало. Я именно так и делала. Когда я второго сына обучала, и вот вообще вот у нас тоже была эта ассоциация грудь-сон, я именно так одевалась. Я одевала так вот потолще все, и вот на пояс какой-то там застегивала, чтобы не было возможности поднять и покормить. Тут прям вот однозначно нужно кормить в другой комнате, и потом уже проходить, да, вот вы покормили, все, пришли в другую комнату, и там начинается уже засыпание. Я могу вообще покормить в кровати. Для нас это ничего не значит. Я могу вообще просто наклониться, через кровать перегнуться и покормить. Потому что у меня нет этой ассоциации. Я с самого начала ни у дочки, ни у сына, у Ромки последнего, я не делала эту ассоциацию, не создавала. То есть я изначально кормила, там у нас 3 месяца было там совместное, вот это вот лежание, все, 4-й период беременности, когда ты там по полдня лежишь с ребенком, потом потом как-то это ушло, и покормила, положила в кровать, покормила, положила в кровать. Таким образом у него этой ассоциации нету, что он засыпает на груди. Он перестал это делать, и все, и он спит в своей кровати. И ночью ритуал: помылись, спокойной ночи всем пожелали, покушали, уснули, но через 40-60 минут просыпается, когда получается докормить, и засыпает, когда гуляет 2 часа. Это другая беда. Вот эти вот просыпания через 30-60 минут, это значит просыпание между фазами. Они зависят не только от ассоциаций, и я бы даже сказала, не столько. Дневные, да, дневные больше зависят от ассоциаций. А если мы говорим про ночной сон, это все разные механики, да, это все разные механики. Если мы говорим о ночном сне, то это, скорее всего, плохо проведенный день. Это, скорее всего, возбужденная нервная система. Да, у всех одни и те же беды. Это, скорее всего, возбужденная нервная система, это адреналин в крови, который не дает плавно перетечь из одной фазы в другую. Почему у всех 40 минут? Потому что в нашем возрасте, в принципе, и до, наверное, года 4, наверное, изменяется фаза, где-то ближе к 1,5 изменяется длина вот этой фазы. Изначально у нас сейчас фаза вот этого глубокого сна 40 минут. Именно поэтому через 40 минут все дети просыпаются, потому что они не умеют перейти самостоятельно из фазы в фазу. Вот, из-за этого. Так, если частые ночные просыпания, это вообще как раз и свидетельствует о том, что плохо проведен день, что где-то не доспал, где-то перегулял, накоплен недосып, садится переворачиваться на живот во сне, не просыпается. Нет, если не просыпается, нет. Если переворачивается на живот, если нравится ему спать на животе, значит, это его сонная поза. Это можно использовать. То есть изначально, если планируете обучать самостоятельному засыпанию, то как раз эту сонную позу нужно использовать. А частые ночные частые ночные пробуждения как раз свидетельствуют о том, что очень много адреналина в крови, то есть очень много перевозбуждения. Сейчас объясню подробнее, сейчас отвечу еще на вопросы. Так, по поводу вот как раз времени бодрствования, да, и перевозбуждения.
Значит, я вот часто в чате пишу: время бодрствования для нашего возраста 9 месяцев 3:30. Это не значит, что ровно 3:30. Во-первых, хотела бы обратить внимание, что 3:30 это не до начала укладывания, а до полного засыпания, то есть от того момента, когда ребенок проснулся с последнего сна, до того момента, как он уснул на следующий сон. Вот это должно пройти 3:30. Во-вторых, не значит, что ровно 3:30. Это может быть 3:15 или 3:40. 3:45 даже может быть. Некоторые мне писали 4 часа. Окей, если ребенок выдерживает 4 часа, если он не перевозбужден, не орет, спокойно засыпает и хорошо спит, 4 часа окей. Потому что вот этот вот гэп, который мы можем использовать, ну то есть вот эта подвижка, она может быть до получаса. Ну, в принципе, в нашем возрасте полчаса это многовато, но, в принципе, возможно. Если ребенок выдерживает, то окей. А так получается, что где-то 3:15 это для тех, у кого там недосып, да, или тех, кто мало поспал предыдущий сон. 3:15 и 3:40, 3:45 нормально. Так, что-то у меня тут пришли. Получается, Миша, идите там в комнату, поиграйте, пожалуйста. У меня у ребенка 3:40. То есть я в 3:30 прошло, я его иду укладывать, и он 10 минут засыпает, в 3:40 он уже спит. Ну вот 3:30, 3:40 получается бодрствование. Так, побыстрее, по поводу побыстрее уложить и побежать по своим делам. Вот это, кстати, тоже очень важный момент. Дети все чувствуют. И вот это вот я хочу сейчас побыстрее уложить и побежать. Вот это вот внутреннее наше мамское чувство, сейчас вот я хочу от него избавиться, да, оно очень сильно влияет на время укладывания ребенка. Чем больше вы так хотите внутренне, тем дольше вы его будете укладывать. А здесь еще один момент, то что если вас не было, например, долгое время днем дома, и вы ребенка не видели, не провели с ним достаточно времени, он будет оттягивать этот процесс укладывания как можно дольше. Вот. То есть он пытается заместить то время, пока вас не было, он пытается с вами побыть. Вот. Поэтому он будет укладываться долго. Сейчас, секунду, я отведу их там, смотрю, что случилось. Зачем ты его послала? Так. Вроде все нормально, слышно. Девчонки, напишите еще раз, слышно или нет. Что-то я не поняла, звякнул наушник или нет. Девчонки, напишите, пожалуйста, слышно или нет. Ага, все, отлично. Так. Угу. По поводу, как уйти от укачиваний, как отучить от груди и как обучить самостоятельному засыпанию. С любых. Какие вы ведете, такие будут. Как уйти от укачивания? Такой вопрос. Я не смогла по-другому уйти от ассоциации грудь-сон без обучения самостоятельному засыпанию. У меня не получилось. То есть вот я сына обучала, и мне так или иначе, я не собиралась этого делать, но у меня по-другому не получилось. Я пришла к тому, что мне нужно обучить самостоятельному засыпанию. Только так я разорвала. Ну, то есть, вот, например, проверили, там все по шагам сделали, шаги сейчас расскажу. Пришли к тому, что нужно как-то укладывать спать без груди. Что дать взамен? Что дать взамен? Соску – это опять ассоциация.
Укачивание – это ассоциация. Поглаживание, пошиканье – это все ассоциации. Да, можно использовать методику, собственно говоря, как мы и делали, да, на самостоятельном засыпании. Мы используем методику так, чтобы не ввести новые ассоциации на шиканье и поглаживание. Да, так и делали, но тем не менее мне пришлось обучать этому самостоятельному засыпанию, потому что вариантов не было. Ну, то есть я не знала, чем подменить таким, чтобы не сделать новых неправильных ассоциаций. И я убрала эту ассоциацию только путем обучения самостоятельному засыпанию. И это очень много проблем решило. Я никому не навязываю, никого не призываю, не хотите, не надо, придумайте, если что-то другое, пожалуйста. Я не знаю, что сейчас современные сомнологи, вот те, кто продают эти курсы по сну, что они сейчас предлагают современного. Я училась, получается, в каком 17-м году на курсах, и, в общем-то, все шло к тому, чтобы обучать самостоятельному засыпанию. Меня это вполне устроило. То есть я, наконец, избавилась от вот этих вот укачиваний. 2,5 часа я укладывала тогда ребенка на груди. Это было бесполезно. Наконец он начал в своей кровати спать, прекрасно спать и лучше спать. Но тут нужно отдельно работать на ночные. Нет, это не мечта, это вполне осуществимо. Да, на сон. Только смотрите, тут нужно работать по-разному. То есть выбрать какой-то сначала какие-то сны, либо дневные, либо ночной. И начинать работать либо с ночного, либо с дневных. Нельзя работать сразу одновременно на все. То есть если у вас самая большая проблема – это дневные сны, значит, вы работаете на дневные сны. Можно на все сразу, можно по отдельности, но, в принципе, на дневные сны на все можно сразу работать. Но нужно быть готовым, я вам честно говорю. Я вам правда честно говорю, нужно быть готовым к тому, что это будут слезы, это будет истерика, и это не один день. Я справилась с большой истерикой за 4 дня, потом она стала там поменьше. Это я начала работать с ночных снов. А потом дневные уже сами как-то потянулись. Вообще это может быть и до 2 недель. И это нужно пережить, просто нужно настроиться. Я уже писала вот в чате, что это не слезы, так скажем, это не истерика, потому что там ребенку плохо. Это слезы тщетности. Это от того, что теперь по-другому. Это принятие новой ситуации. И когда она принимается вместе с мамой, вы же рядом, вы не сидите на стуле, вы не выходите из комнаты, вы рядом. Все зависит от того, от методики, какой вы обучаетесь, какую вы выберете. Сейчас их масса, все, по-моему, открыты, можно читать, смотреть. Я могу потом попозже рассказать, но это в отдельном уже точно эфире, какую я использовала. Сейчас вообще даже никакой не использую, уже все обучила, и все, все спит, и ладно уже. Если проснулся ночью, не давать грудь. И если обучаете по методике, то работать ночью при пробуждениях тоже по методике. Ночью проснулся, что делать? Нет, у меня не просыпается уже, я не кормлю. Если просыпался, то укладываю по методике также. То есть, там они простые все. Те же самые действия, просто последовательность действий определенные, которая показывает мозгу ребенка, что нужно спать. Грудь не даю. Если хочу, чтобы спал всю ночь, не даю. Кормлю на ночь кашей. Сразу же вопрос, да, про питание. Кормлю на ночь кашей. Каша на молоке, нордик, хлопья. Не геркулес, а именно хлопья овсяные. Они мягкие, их вообще можно не варить, заливать просто горячим молоком, но я варю. Целую миску съедает, все, спит хорошо. Да, ора будет много. Не должен гулять. Если день проведен правильно, то не должен гулять. Если гуляет, значит много дневного сна, как правило. Табличку скидывала, там в табличке есть количество сна. У меня общее количество дневного сна и общее количество сна в сутки. У меня 2 сна по 1:20. И то я считаю, что скоро второй сон 1:20 многовато, надо бы 40. Но пока все хорошо.
Да, скину фото, скину. Да, брать себя в руки и сразу родным всем сказать, что бы ни случилось, чтобы какой бы там ор ни стоял, что бы ни вообще не происходило в комнате, ни за что не заходить, не брать, не кричать, не волноваться, не ругать, заручиться поддержкой родных сразу. Потому что папа, они тоже паникеры еще те у нас, ну вы знаете. Так, еще хотела сказать вот про что. Хотела про кроватку, как переселить свою кроватку. Ну, во-первых, лучше, конечно, с самого начала не выселять оттуда. То есть лучше сразу с самого начала, с самого рождения приучать к кроватке. Ну, хотя бы после 3 месяцев. Приучать к кроватке. Первый сон должен быть длиннее, да. Второй или последний, если 3 сна, то последний может быть самым коротким, а первые 2 сна одинаковые. Или утренний длиннее. Но иногда время бодрствования, первое после ночного сна, может быть короче. То есть оно может быть и там 3:10, например. То есть через 3 часа вы смотрите по признакам усталости. Сейчас про кроватку расскажу, еще про ложные признаки усталости. Конечно, лучше сразу приучать к кроватке. Когда они маленькие, там их положишь, шик-шик-шик, и все, и они уже к кроватке привыкли. Сейчас сложновато, но первое, что нужно сделать, это нужно ребенку показать, что кроватка классное место, и это место для сна. Не для игр, не для бодрствования, это не манеж. Я понимаю, удобно, закинули в кроватку, делаете свои дела рядом с ним, все здорово, он не мешается под ногами. Но так нельзя, прям однозначно нельзя. Из кроватки все убираем, все игрушки, склад игрушек достаем, все оттуда вынимаем, кроватку делаем пригодную для сна. Что это значит? Во-первых, кроватка должна стоять не в углу. Она должна хорошо продуваться и вентилироваться. Там должен быть достаточный доступ воздуха. Снимаем вот эти балдахины, которые все любим, вот эти занавески наверх, и убираем борта подушки. Если очень хотите борта и боитесь, что ребенок там ногу высунет или там выпадет из прутьев или что-то случится, ударится и так далее, берите тоненькие бортики. У меня они, кстати, есть, и я их тоже использую. Это просто, это не подушка вот такая вот широченная, это тонкие бортики. Они стоят, просто огораживают кроватку, пока они еще есть. У меня сейчас ребенок небольшого роста, у меня кровать еще не опущена на самое дно. То есть у меня она где-то посередине, у меня там много возможностей опускать. И как только у меня кровать опустится на самое дно, когда он уже будет прям очень высокий, я буду, да, вот я рассказываю как раз про это, я использую косу. Это борт-коса. Могу фотки потом скинуть. Она такая широкая, 10 сантиметров примерно, может быть чуть побольше. Это борт по всей кровати, по всему периметру кровати. Он очень удобен тем, что он вроде как задерживает ребенка, не дает ему ногу там просунуть, задерживает его в плане, ну, мягкости, грубо говоря, приятный такой борт создает. Она мягкая, ее можно стирать. И в то же время на нее ребенок может встать. И понятно, что вот косичка идет, да, по бортику, и все вот это вот свободное пространство до края кровати и дальше. Там идет доступ воздуха. Замечательно, она проветривается хорошо. Но обязательно дно кровати должно быть опущено на самый низ вообще. То есть ребенок, даже встав на эту косу, он должен еще у него быть запас до края, чтобы он не вывалился. Потому что они хитрые уже такие, они встают, и тяжело сейчас с ними. Поэтому нужно обязательно этот момент отрабатывать. Но доступ воздуха должен быть, и поэтому кровать должна стоять не в самом углу, а где-то, может быть, не очень удобно для вас, но ее как-то откатывать, чтобы был доступ хороший воздуха. Потом матрас, соответственно, жесткий, да, удобный, и все игрушки оттуда убираем. Можно оставить одну сплюшку, такую игрушку мягкую, которая не гремит, не шуршит, боли не приносит, но с которой вы будете связывать свой ритуал и, соответственно, такую ассоциацию на сон.
То есть с ней можно спать. Вот что вы должны вещать как бы ребенку. Если не хотите, не надо, она не обязательно. У меня, в принципе, с предыдущими детьми не было, вот только с Ромкой у меня есть. Он ее, кстати, очень любит. Вот особенность каждого ребенка своя. Так, а что еще про кроватку? Вы сразу... Да, смотря какой борт. Боюсь кровать оставлять. Кажется, что выпрыгнет из нее. Смотря насколько опущен дно кровати, насколько опущено. У меня просто борт такой подвижный. Ну, то есть передний борт у кровати у меня прям и вверх, и вниз практически полностью опускается. И поэтому я могу полностью закрыть кровать и могу практически полностью ее открыть. Очень удобно, кстати. Единственная модель уже не продается. В единственном цвете была. Жаль, не в белом. Я все тогда горевала. Но оказывается очень удобная. Утром 2 часа гуляем, не выдерживает больше. Вечером 3,5, а днем 3. Значит, так надо ему. Если все хорошо, дальше хорошо спит, значит, ничего менять не надо. Если спит плохо, значит, где-то ошибка. Если утром 2 часа, ну, как бы маловато. Но я сейчас расскажу про ложные вот эти 2 часа. У меня вот у Ромки тоже появилось так называемые ложные признаки усталости. Они почему-то через 2 часа. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. С другими детьми я не сталкивалась с этим. Я просто поняла, что через 2 часа он хочет спать. То есть у него время бодрствования уже после 7 месяцев было там 3 часа, а через 2 часа он показывает все признаки. Он трет глаза, зевает, все. Я сначала думала, что это скука, потому что у скуки тоже похожие признаки. Но так тереть глаза, по-моему, при скуке невозможно. Там позевать еще можно, там как-то такую вялость такую показать. Но вот все на лицо. И я пару раз попробовала уложить в эти признаки усталости, и он проспал там, когда 20 минут, то есть полфазы, когда 40 минут фазу. Ну и, понятное дело, весь режим к чертям собачьим. Поэтому я вообще эти признаки усталости никак на них не реагирую, которые в 2 часа. Я там даю грудь, например, или чем-то развлекаю, или еще что-то. И как-то мы их проходим, и все. И потом еще целый час-полтора нормально бодрствуем. Прекрасно. Спит хорошо и укладываемся хорошо, но беспокоит только то, что просыпается ночью каждый час. Значит, либо много гуляет, ну, скорее всего, много просыпается и гуляет. Сейчас отвечу. Просыпается и гуляет или просыпается и плачет и хочет спать. От этого, ну, значит, в днем ошибка. В любом случае, если ночью просыпается, ну, больше там 2 раз, например, да, 2 раза сейчас у них по возрасту, это нормально. Если больше 2 раз просыпается, значит, где-то днем ошибка, либо много сна, либо много бодрствования. Ну, тут либо перегул, либо недогул. Когда я кормлю грудью, значит, когда проснулся со сна, я кормлю грудью, потом вот через 2 часа я кормлю грудью, могу перед сном, перед дневным еще покормить. Естественно, после ужина, перед ночным сном я кормлю, как утром проснулся, кормлю. Когда придется, дай кормлю. Мне нет этого расписания, там надо, там ударился, расплакался, покормила. Там, например, идем гулять, и сейчас вроде как уже поел только что, но чтобы не было никаких капризов на улице, покормила перед отходом. Ничего страшного, у меня нет какого-то жесткого графика. Моя просыпается с писком раза 3-4 ночью и ищет грудь сразу. Ну, это хочет есть. В принципе, они сейчас могут и не есть. С 5 месяцев, с 6 спокойно ребенок может всю ночь без еды прожить. Но, в принципе, 2 раза за ночь нормальное количество просыпаний. 3-4 многовато, можно убрать 1-2. Но здесь, опять-таки, это ассоциация грудь-сон. Просыпается, скорее всего, между фазами. Скорее всего, из ассоциации. Ну, так трудно сказать, на самом деле.
Я опять-таки говорю, я не знаю другого способа вот убрать вот это все, разорвать, кроме как обучить СЗ. То есть методику ввели, и все, и по методике все эти просыпания, которые вам не нужны, вы убираете. Отдельно надо разговор, я понимаю, про методику. Конечно, не засыпает, пока грудь не дашь. Привыкли уже. А это мешает вообще? Насколько это мешает, Виолет? Вот если это не мешает, то, в принципе, менять ничего не надо. Вообще у нас такое правило всегда. Если все устраивает, то ничего менять не надо. Если всех устраивает. Если либо родителей, либо детей не устраивает, то тогда что-то меняем. А если всех все устраивает, то кто бы что бы ни говорил, все окей, и ничего не меняем. Так, еще я что-то хотела рассказать про... Да, я видела там вопрос, и я не дошла до него. По поводу вот как переселить в кроватку, я не договорила. С чего сейчас начать? Сейчас, если будете обучать СЗ, то вместе и с кроваткой сразу обучите. Если девочка, кстати, вот мальчики меньше с этим связаны, а вот девочка, особенно вот сейчас они постарше становятся, такие интересные, можно вместе с ней как-то украсить кроватку. Но это только так, чтобы это не создавало лишнюю пыль, там, лишних клещей, микробов всяких, так, чтобы это вот какое-то украшение было. А может быть одно, может быть два, может быть какой-то цветочек наклеить. Потому что дети бывают разные, и ситуации бывают разные. Бывает, приходишь к обучению там, в 1,5 года уже к СЗ. У нас были в группе и такие, которые и в 2, и в 3 года плохо спали. И тогда уже как бы с девчонками вообще прикольно украшать кроватку. В общем, в любом случае, все обучение засыпанию, оно строится на том, чтобы дать мозгу ребенка сигналы, опорные якоря какие-то, за которые он может зацепиться и понять, что сейчас он будет спать. Поэтому, ну, как бы ритуал может быть любой. Какие-то фишки могут быть свои, там такая-сякая кровать, неважно. Но вы должны дать какие-то опорные моменты ребенку, чтобы он знал сигнал. Сейчас будем спать. Для этого и ритуал. Перед ритуалом спокойное бодрствование. Не забывайте, кстати, про это очень полезно. Не зря я сразу сказала про магниевые ванны. Кстати, по-моему, сегодня последний день скидки в 25% по промокоду на сайте, на котором я заказывала. Если нужно кому-то, я скину на соль магниевую. Очень хорошая штука. Она очень хорошо расслабляет эту систему. И, например, у меня у ребенка вода не будоражит. Она, наоборот, успокаивает. И это тоже часть спокойного бодрствования. И у кого подвижная нервная система, у моих детей, ну, как бы они все эмоциональные. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. Все эмоциональные, у всех эмоции. А если эмоции, это значит подвижная нервная система. У них и так-то процессы возбуждения сейчас преобладают над процессами торможения в любом случае. А если еще они эмоциональные сверх, то есть темперамент такой, холерический там, например, то им очень трудно успокаиваться. И поэтому мы должны сделать все, чтобы к моменту, когда появилось окно в сон, они были максимально спокойны. Максимально спокойны. Если они орут, кричат, уже поздно, уже опоздали, не уложишь уже никак. Если начинает хныкать, уже опоздали. Если просится на ручки с хныканьем, уже опоздали. То есть ребенок должен ложиться в кровать не хныча. Когда вы его положили, начали укладывать, он понял, что вы укладывали, он захныкал. Окей, это нормально. Дальше продолжаем работать. А если уже орущего кладете в кровать, все, опоздали, уже не уложите, уже только грудь и все. И потом еще момент такой, когда вот вы сейчас, многие очень хотите, да, СЗ, самостоятельное засыпание, все хотят учить. Первое, что нужно сделать, это убрать недосып, отоспать ребенка. То есть это, во-первых, ввести нужный режим, все-таки я за режим, однозначно, потому что режим – это основа всей пирамидки сна большой.
И если вы не сделаете режим, не выправите режим, иногда, кстати, придется, да, будить. Если много сна дневного, придется будить. Без этого никуда. Вот и выстроили режим, отоспали любым способом. То есть на груди, сейчас, значит, на груди, в коляске, значит, в коляске с укачиванием, значит, с укачиванием отоспали нужное количество сна. То есть 3 пободрствовал, поспал там 1,5-2 часа. Смотрите, сколько по таблице всего должно быть сна дневного. Не помню на память, по-моему, около не больше 3 часов сейчас нам по возрасту. И то, по-моему, многовато. Все выспали, в режим вошли, это где-то в районе недели нужно проделать, прям чтобы ровненько было. После этого уже начинаете вводить самостоятельно засыпание. Проверили питание, проверили условия сна, про увлажнитель, кстати, не забывайте, про температуру. Спать в 28-27 градусах невозможно практически, это очень жарко. 24 максимум на ночь. Лучше накрыть тонкой там муслиновой пеленочкой в один слой, если прям уже очень боитесь. Даже если раскроется, все равно ничего страшного, там ножки останутся прикрыты. Лучше накрыть в один слой, чем сделать температуру 27, и это будет сухо очень. Увлажнитель не забывайте, увлажнитель классно увлажняет слизистые, это не только здоровье, но еще и хороший сон. Так, смотрю, что вы пишете. Не сильно мешает, но хочется все-таки, чтобы спала ночью без груди, надо убирать ассоциацию, соответственно. Ну, если вы, например, будете покупать какой-то курс, или если будете консультироваться с консультантом по сну, и он вам предложит какой-то другой вариант разорвать ассоциации без обучения СЗ, окей. Я просто для себя не нашла. Я боролась со вторым ребенком очень долго, и я в результате пришла к тому, что я не могу по-другому, мне нужно обучать СЗ. Это казалось не так страшно вообще, как мы думали, это все очень даже приятно. Но самое главное это ваш настрой, ваша мотивация. Я уже писала в статье, которая вышла в воскресенье на прошлой неделе, что это ваш настрой. Если вы уверены, что вам это нужно, если вы хотите, если вы готовы, если у вас прям вот горит, то вы все переживете. И поверьте мне, это потом такое облегчение. Представляете, кто-то другой может кроме вас уложить. Ну это вообще супер. У меня сейчас младшего ребенка может уложить даже старший сын. То есть я сегодня ездила за машиной из ремонта, я его оставила, он там укладывал, я поехала, пока съездила, он уже и уложил, и поспал, и все отлично, все супер. То есть, представляете, на ночной сон может, например, уложить не только папа, там бабушка, например, или там, няня, супер. А вы можете с мужем пойти в ресторан, например, сходить. Ну, это же классная мотивация, это же классно вообще. Мы раньше, когда только подступали к этому, к курсам, к этому обучению вообще, мы не верили, что такое может быть. А через месяц практически все выполнили весь курс, и такие все довольные были, супер. Потому что у всех получилось, и такие, как здорово. Но это правда очень здорово. Правда, когда ты кладешь ребенка в кровать, пошикала, чуть-чуть успокоила, все погладила по спинке, и все, и он спит. Это вообще супер. То есть это прям очень сильно мотивирует. Так. Ей нужно правильно пользоваться, сердце не должно касаться, где-то я читала. Не знаю, я видела в чате эти вопросы, не знаю про сердце. Во-первых, это ванна 15 минут, во-вторых, это не 38 градусов, у меня максимум 34, и 34 только из-за соли, чтобы она растворилась. А так вообще у меня 30 градусов обычно температура для мытья детей, такая, как в бассейне. 34 делаю только когда соль растворяю. Не знаю, в принципе, он же там не лежит. У меня ребенок либо стоит в ванне, либо сидит. То есть я наливаю воды там вот столько, наверное, да, на дно ванны. Вот столько. И он в этом во всем вот как бы ползает, играет с игрушками, где-то встает, где-то сел.
Сердце, ну, если просто обольется, там, коснется и все так, то он в ванне не лежит. Я принимаю сама ванны эти, я лежу, ну да. Нет, у меня вода, конечно, захлестывает, но, во-первых, у меня тоже не горячая, во-вторых, это ну, минут 20-30 от силы. В принципе, я лежу, у меня вот эта часть, получается, не в воде, сухая. У меня узкая ванная, я в ней не очень сильно помещаюсь, не очень глубоко. Поэтому, да, у меня вот эта часть как бы сухая получается. Ну, то есть, если я просто голову не мочу, я тут полностью не опускаюсь. Но если мочу голову, то могу занырнуть. В принципе, не вижу в этом ничего такого. Наоборот, магний полезен для сердца тоже. Нигде не слышала, не читала, что... Хотя я много всяких сравнивала, там и табличек, и сайтов выясняла про эту магниевую соль, но нигде не читала, что нельзя, чтобы на сердце попадало. На кожу именно, где сердце. Так, скину, Кать. Скидывала и еще скину. Угу. Да. Скину вам. По-моему, я сама делала заказ в феврале, в начале февраля. И сейчас буду еще, и, по-моему, сегодня последний день скидки. Ну, вообще, как бы, магний, он что? Магний же пьют в таблетках, да? Но он может вызывать диарейку небольшую. В принципе, ничего. У меня облизывает нормально. Но, так скажем, если у вас организм ребенка будет на него влиять, ну, на эту магниевую соль будет влиять как-то, то же самое. То есть она страшного ничего нет, но будет, может быть, небольшая диарея, может быть. Тогда просто игрушки уберете и все. А так, даже если захлебнется, ну, почему он должен, во-первых, захлебнуться-то? Они же там сейчас не лежат, не плавают, там переворачиваются максимум. Ну, даже если глоточек сделает, как бы ничего страшного. Надо учить кота. Да. Кот тоже классно. Так. Угу. Я поняла. Угу. У меня в инструкции нет такого. То есть у меня именно соль. У меня не таблетки, у меня именно такой мешок с солью, и там мерная ложка, и все, и ты просто... Кстати, детскую, для детей я использую детскую. Честно говоря, я не знаю, чем она там особо отличается. Везде написано 100% магниевая соль, но мне больше нравится более мелкий помол у детской. И там еще такие баночки небольшие, и в комплекте такая ложечка. Прикольно. Я баночки покупаю. Купала тоже 3 баночки по акции. Мне баночки хватает на 4 дня. По 4 ложки я кладу. Ну вот да, я тоже сначала не знала, что, ну, как бы сомневалась, а если глотнет, а вот если что, мама мне говорит, что у меня мама врач просто, она приезжала ко мне в гости, она говорит, ну смотри, типа, может быть небольшая диарея, типа магний пьют, когда нужно вот это все прочистить. Я говорю, да вроде не было ничего, все нормально. Опять-таки нужно смотреть по детям. Ладно, я почитаю в инструкции. У меня инструкции нету. Не было такого. Но в любом случае дети там же не лежат, да, в ванне. Они в любом случае там шевелятся. И у меня, получается, он стоит, если даже на четвереньках, у него до груди вода не достает. Да. Так, еще какие вопросы пишите. И уже будем заканчивать. Кстати, был такой момент, что выбрали не то время обучения самостоятельному засыпанию, вообще работы со сном и так далее. Нет такого времени. Всегда время то. Не ищите никогда самого лучшего времени, самого лучшего там чего-то. Нужно всегда выбирать достаточно хорошее время. Вот сейчас самое хорошее время. То есть вот вы отоспали недосып, сделали режим, посмотрели свои ассоциации, что вы хотите, наметили себе цели,
поставили себе какие-то пункты, что я буду делать, когда у меня сократится время укладывания. Там, круто, например, я буду смотреть фильм с мужем, там, или схожу в ресторан, или там, не знаю, полежу в той же ванне, что-нибудь такое. И пересмотрели условия сна, ввели ритуал, все это, все шаги проделали. Подошли к самостоятельному засыпанию. Не тяните, сразу начинайте обучать. Не тяните, не ждите время, пока там что там, вот там какие-нибудь звезды с неба. Не упадут они с неба, ничего не изменится. Все будет более-менее так же, плюс-минус. Поэтому дети ко мне пришли. Поэтому не ждите какого-то особенного времени. Все, подошли к этому, все, значит, обучайте сразу. Идите. Не ждите лучшего, так же, как и не старайтесь быть самой лучшей мамой для своих детей. Вы отличная мама, там, каждая из вас отличная мама. Надо быть достаточно хорошей, идеальной не надо быть. То есть надо иногда для себя время тоже уделять. Так, я буду спать. 7 граммов читать не люблю, а посмотреть прямой эфир — лучший выход. Спасибо большое. Надеюсь, все так же, как и мы, придут к лучшему сну и будут спать и высыпаться как детки, так и мамы. Да, это важно. Точно. Так что время самое хорошее. Все замечательно. Всем спасибо за участие. Будут вопросы, еще пишите, еще что-нибудь поговорим, встретимся, проведем. Запись сохраню обязательно. Будут вопросы, можно будет под записью еще писать вопросы какие-то в комментариях или в чате. Можно мне в директ, если есть. Но я, опять-таки, я не консультант, я на что смогу, на то отвечу. Да, всем спасибо за участие. Давайте, пока-пока.